Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Я делюсь этим видео у себя в социальных сетях своих. И поехали. Что самое интересное, я хочу немножко вначале похвастаться вам. Помните, я вам говорил, что, возможно, мы к концу мая наберем 20 тысяч подписчиков. Так вот, я вас немножко ввел в заблуждение. Возможно, мы до конца этой передачи наберем 20 тысяч подписчиков, потому что у нас пошел просто сумасшедший рост. И мы на прошлой передаче с вами говорили, что мы набрали на Ютубе 1 200 000 просмотров за 28 дней, суммарные просмотры наших видео. Так вот, тоже данные устарели, уже 1 800 000 у нас просмотров. То есть мы подходим к 2 миллионам только на Ютубе. Я думал, что это будет такая цифра где-то к осени. Но нет, спасибо вам, мы очень круто растем как канал, благодаря вашим стараниям, поэтому не забывайте поддерживать нас, подписываться, ставить лайки, делать репосты и поддерживать материально те, у кого есть такая возможность. Ну а теперь давайте перейдем к новостям. Потом я посмотрю, кто с нами сегодня есть, и поздороваемся с вами уже подробно с теми, кто напишет свою локацию. Начнем мы с того, что на прошлой неделе мы с вами обсуждали, что вот-вот в Америке должны голосовать в Конгрессе законопроекты, которые связаны с помощью с Украиной. Я говорил, что, скорее всего, проголосуют, но не буду говорить, пока не произойдет. И произошло. Там были приняты много разных интересных пакетов. Начнем с законопроекта, который под номером шел HR 8038. Так вот, голосами 360 против 58 был принят. И что в него входит? В него входит возможность передачи российских замороженных активов Украине. В него входят дополнительные санкции против Китая, Ирана и России. В него входит национализация ТикТока. И в случае, если ByteDance не продаст свои активы американским компаниям. То есть тогда просто заберут у них. Так что вот такие вот интереснейшие новости. Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Израилю на 26,5 миллиардов долларов. Кроме того, Палата представителей приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Украина в результате этого должна получить около 8 миллиардов долларов. Законопроект еще должен одобрить Сенат. Чуть дальше мы об этом поговорим. Там вообще нет никакой проблемы. То есть это помимо тех 60 с чем-то, вот эти 8 миллиардов это из замороженных российских активов, их передадут Украине. Это просто шикарная новость. Ну и кроме того, был принят законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, тот самый главный. И теперь этот законопроект должен пройти в Сенат для того, чтобы было окончательное решение. То есть там процедура такая. Сейчас голосует Конгресс, проголосовал, уже поддержал. И чтобы вы понимали, ну, тут мы прошли, я имею в виду мы, цивилизованный мир, просто по лезвию ножа, потому что была большая вероятность, что не получится. Было очень много желающих сорвать. Трамписты, путинисты боролись против этого, тем не менее, это прошло. И сейчас в Сенате через буквально опять-таки какие-то часы пройдет голосование и все. Я вам напомню, что объем этого пакета составляет 60,84 миллиарда долларов. 23,2 направят на пополнение запасов вооружений в США, то есть что Америка отдает оружие, вместо них покупают на эти деньги новое. 11,3 на текущие военные операции в США в регионе. 13,8 на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг. И 26 миллионов на надзор. Миллионов, это не так много, не миллиардов. Да, ну, в общем-то, все остальное это уже идет чистая помощь. Какие отличия этого законопроекта от того, который зимой тогда пытались провести через Сенат? Значит, разница в том, что законопроект предусматривает вот эти вот почти 8 миллиардов долларов помощи в долг Украине. В течение 60 дней президент должен договориться с украинским правительством о способе, как это будет потом оплачено. При этом 50% долга может быть списано при условии, если Украина скажет, что она не может его вернуть. Кроме того, там прямо сказано в этом законопроекте, что Америка должна передать Украине АТАКМС. Те самые хаймарсы, о которых, столько было разговоров с начала войны, что передадут, не передадут. Потом, когда передали, но передали хаймарсы с ракетами, которые бьют только на 30-40 километров. А как же так? А есть же у Америки нормальные ракеты, почему не дают их? И вот их дадут. Эти ракеты там у них, я не знаю, какая именно будет модификация, но минимальная модификация 160 километров.
что уже само по себе просто офигенно, потому что помните, как произошло резкий перелом на фронте, когда Украина получила просто хаймарсы с самыми минимальными ракетами, которые бьют там на 30-40 километров. И тогда уже очень большие проблемы начались у русских. А представляете, что будет, когда будет 160? А если там не 160, а если передадут комплектацию, которая бьет на 300 километров? Я уже не говорю о том, что есть комплектация, которая бьет на 500 километров. Ну, опять-таки, не будем загадывать, пусть даже 160. Это будет просто великолепно, и это сказано в законе. То есть теперь это должно произойти в любом случае. Ну и самое интересное, что в течение 45 дней президент США обязан предоставить долгосрочную стратегию с конкретными целями, которые помогли бы ускорить украинскую победу. И ресурсами, и в том числе финансами, которые потребуются для достижения этих целей в интересах США. То есть сейчас вся власть Америки будет разрабатывать эту стратегию. Как сделать так, чтобы Украина победила? Что для этого еще нужно, что для этого еще понадобится, это на самом деле, это очень-очень крутое решение. Кстати, что интересно, на самом деле и спикер Конгресса, он встречался за несколько дней до этого с Трампом, и, в общем-то, они оба сказали, что они не будут препятствовать. То есть, да, есть упоротые трамписты, которые хотели этому помешать, но Трамп сам сказал, что он не будет препятствовать, и тем самым как бы открыл возможность для этого голосования. Там, конечно, на России подгорело страшно, потому что они же предполагали, что, вот сейчас, там, через полгода, чуть больше, там, через 9 месяцев Трамп займет овальный кабинет в Белом доме, и все, гуляй, Россия, пришлет им прямо телеграмму: ребята, нападайте на кого хотите, нам пофиг, мы Америка. Но нет, судя по всему, Трамп их опять, как и в прошлый раз, поимел, потому что в прошлый раз они тоже там пили шампанское в Государственной Думе, когда он стал президентом, но ничего не сделал в пользу России, но сделал очень много против России. О чем они благополучно забыли на фоне Байдена и сейчас опять хотят Трампа. Видимо, ему удастся еще раз, если он победит, еще раз испытать на себе, что такое его абсолютная, граничащая с неадекватностью непредсказуемость. В данном случае совершенно как бы пошедшая на пользу. И, как я сказал, рассмотрение этого законопроекта в Сенате запланировано на 23 апреля, вторник. То есть завтра, в Америке время немножко по-другому, но тем не менее, то есть остаются уже даже не дни. Об этом официально заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. С Сенатом проблем не должно быть вообще, так как там демократическое большинство, они полностью поддержат Украину. Более того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл максимально проукраинский парень. Так что здесь проблем вообще не должно быть. В феврале тогда законопроект, когда они его пытались провести через Сенат, собственно, они его провели, но он прошел тогда с запасом. Нужно было 60 голосов, они набрали 70. Поэтому там все нормально. И сразу же после Сената, может быть, там в течение каких-то часов законопроект будет подписан Байденом. Там опять-таки никаких проблем не предвидится. И первые поставки вооружений США должны начаться уже на следующей неделе. И это не шутка. Об этом пишут американские СМИ, что оружие США попадет в Украину менее чем через неделю после того, как оно проголосовано в Конгрессе. Об этом еще до голосования написало издание The Washington Post. Издание пишет, что Пентагону на доставку некоторых видов оружия украинским подразделениям потребуется меньше недели. И ведомство начало уже собирать пакет помощи задолго до голосования, чтобы процесс шел быстрее. Немецкий эксперт, в свою очередь, заявил, что оружие из США для Украины частично уже находится в Германии. Часть вооружений, которые предназначены для поставок американского оружия Украине в рамках нового пакета военной помощи, уже находится в Германии, сообщает немецкий онлайн-портал НТВ со ссылкой на эксперта в области безопасности Франка Умбаха. По его словам, эти вооружения могут быть доставлены в Украину в течение нескольких дней. При этом поставки будут включать также дальнобойные ракеты, те самые, да, которые включены в новый пакет помощи на основе новых оценок возможных рисков со стороны США. И чтобы завершить эту прекрасную, великолепную новость, на России, как я сказал, там просто взвыли все. И, конечно, смешнее всех был экс-президент Российской Федерации Медведев. Он там накатал очередное свое пьяное послание, в котором пожелал Америке погрузиться в гражданскую войну, которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла 21 века. Можно было, в принципе, допустим, не его процитировать, а процитировать там эту пресс-алкаше там, или еще кого-то там, и Лаврова, даже Путин вроде бы что-то по этому поводу сказал, Песков там что-то сказал. Но почему я выбрал Медведева? Потому что он
в своем пьяном угаре выдает, знаете, как то, что у пьяного Медведева на уме, то, вернее, что у пьяного Медведева на языке, то у Путина на уме. Поэтому вот этот алкогном, он, в общем-то, выложил один из главных их планов, чтобы сделать так, попытаться сделать так, чтобы в Америке началась гражданская война. Помните, как они радовались, когда были протесты в Вашингтоне, когда штурмовали здание Капитолия, когда там стрельба была? Это же прямо праздник был на России. Вот они мечтают, чтобы это повторилось. Поэтому, ну, я думаю, американцы извлекли уроки и второй раз такую дичь у себя не допустят. Еще у меня есть парочка новостей из США, но давайте все-таки посмотрим, кто сегодня с нами. Так, а сегодня с нами Жмеренко, Кривой Рог, Онежь, Хартоп, Черкащина, Москва, Криково, Тицкань, Гравендел, Нидерланды, Словения, Винница, Кишинев, Синджера, Запорожье, Измаил, Сент-Этьен, Рыбница, Ботаника, Испания, Бельцы, Италия, Нижин, Калифорния, Киев, Таллин, Бессана-дель-Граппа, Телецентр, Одесса, Дрокия, Сумы, Старая почта, Львов, Очаков, Коула, Ровена, Кодру, Краматорск, Тирасполь, Рыжкановка, Израиль, Куартейра, Португалия, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Каушень, Тараклия, Штефан-Воды, Нью-Хэмпшир, Мирана, Дурлешт, Лас-Пальмас, Лас-Вегас, Даллас, Даллас Южный и многие другие. Друзья, у нас сегодня мы первый раз столкнулись с таким феноменом, что вас так много, что мы просто не успеваем мониторить комментарии. Это просто, ну, это великолепно, конечно, но, то есть мы выходим на какой-то совершенно новый уровень. И да, конечно, жаль, что по-прежнему в Молдове нет монетизации, потому что тогда, я думаю, мы большинство бы своих проблем решили, но пока так, надеемся на вашу поддержку. И вот сейчас я хочу посмотреть, сколько у нас остается до 20 тысяч. У нас, вот я начинал, было 19 940, сейчас 951, и да, я думаю, до конца передачи будет 20 тысяч. Это просто феноменально. Это, друзья, это фантастика. Так, ладно, едем дальше. Еще есть новости из США. Дело в том, что стало известно сегодня, что... Не сегодня, это появилась информация чуть раньше, просто... Да, и я же вам говорил, у нас теперь будет геополитика раз в неделю, поэтому новости будут скапливаться за неделю, и, ну, если вдруг... Если Путин умрет, мы выйдем со спецвыпуском. А если сдохнет, то еще быстрее. Но сейчас у нас немножко меняется формат наших передач, и поэтому накапливаются какие-то информации. Так вот, пришла информация о том, что США введут санкции против батальона Цахал. Цахал – это армия обороны Израиля. За насилие, сказано в цитате, в отношении палестинцев на западном берегу. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на 3 американских источника. В ближайшие дни госсекретарь США Блинкен объявит о санкциях против батальона Цахал, Нецах и Игуда за нарушение прав человека на западном берегу реки Иордан. По данным издания, решение основывается на инцидентах, которые прошли до 7 октября. Это будет первый случай, когда США введут санкции в отношении батальона израильской армии. Подразделению запретят получать военную помощь и обучаться вместе с американскими солдатами. К чему я привел эту новость? Дело в том, что, знаете, очень часто некоторые вот говорят: ой, вот вы говорите, Россия там совершает военное преступление. Да все на войне совершают военные преступления. Возможно, да. Действительно, это, ну, конечно, зависит от уровня цивилизованности армии, но в той или иной степени с этим сталкиваются все. Я вам приводил еще в начале войны примеры о том, что в советской армии было более 2000 уголовных дел только вот за последние месяцы войны, которые были открыты против советских солдат, которые мародерствовали и совершали преступления в Германии, когда вошли туда советские войска. В российской армии нету вообще ни одного расследования по их военным преступлениям, которые они совершают просто массово с начала этой войны. А вот в цивилизованных странах это происходит. И вот Америка, опять-таки, часто любят: вот вспомни, что творилось в Абу-Грейб, в тюрьме в Ираке, где американцы пытали заключенных, еще и издевались, собаками травили, а потом в Гуантанамо и так далее. Да, это все было. Но в чем разница цивилизованной страны от нецивилизованной? В Америке по итогам этого всего были открыты уголовные дела, людей снимали с должностей, кого-то посадили в тюрьму. То есть они отнеслись к этому, там было расследование в Конгрессе по этому поводу. То есть вот это вот и сейчас очень показательный пример, потому что, ну, кто понимает, как устроена международная политика, понимает, насколько тесные партнерские отношения между США и Израилем. И несмотря ни на что, США сейчас вводят санкции. То есть это даже не расследование, это уже как бы вердикт.
Виновен, вводят санкции. Это очень и очень серьезно. Это так происходит, когда закон в стране для всех, и когда никто не может избежать, нарушая закон, не может избежать каких-то для себя последствий. Ну и еще последние новости США, перед тем, как перейти к другим новостям. Тоже, кстати, новость очень важная. Она, так знаете, мелькнула в лентах. Многие не обратили внимания, но, как по мне, может быть, она даже важнее, чем то, что Конгресс проголосовал за помощь Украине. Госсекретарь Блинкен на следующей неделе посетит Китай с целью оказать давление на Пекин, чтобы тот прекратил поддержку России во время войны. Об этом сообщает AFP News. Я думаю, не надо объяснять, почему это так важно, потому что, да, Пекин не помогает, там, условно говоря, не дает летальное оружие, не посылает своих солдат, не передает какие-то серьезные технологии. По мелочам помогает, но дело даже не в этом. Я думаю, американцы не то чтобы хотели, чтобы там Пекин не поставлял России свои эти машины, которые дорогие и плохие, или еще что-то в этом роде. Кстати, китайские банки уже без этого прекращают работу с Россией, и даже юани отказываются принимать, свои китайские юани отказываются принимать от русских. Но я думаю, что вопрос здесь в другом. Вопрос в том, что они хотят убедить Китай, а у них есть рычаги, чтобы это сделать, чтобы не поддерживать Россию морально. Потому что когда где-то заходит речь, что цивилизация против России, и начинают всякие вот эти путинские шестерки, начинают кричать, что ой, какая цивилизация, а посмотрите, 1,5 миллиарда китайцев с нами, а посмотрите 1,5 миллиарда индусов с нами, а посмотрите там БРИКС, ШМИКС и прочие X. На самом деле нет, я много раз говорил, что они не с ними, но они просто не любят США и не любят Запад. Поэтому выглядит, как будто они вместе. Это ни в чем практически не выражается. То есть, покупают они российскую нефть, фактически раздевая Россию, потому что покупают с гигантским дисконтом, да еще расплачиваются своими тугриками. И Индия, и Китай. Но, видимо, американцы хотят, чтобы обозначили более четко и ясно позицию, и, в первую очередь, Пекин выступили публично против этой войны, что Путин не прав и так далее. Это будет очень интересно, если это произойдет. Посмотрим. Я думаю, что что-то так или иначе. Визиты такого уровня не происходят, знаете, а поеду я попробую поговорить. Нет, если он туда уже едет, значит, предварительно о чем-то они уже договорились. Он приедет просто, чтобы что-то подписать и какие-то вопросы решить. Посмотрим, что же это будет. Я думаю, в любом случае это будет интересно. И еще к вопросам кстати, и про Китай тоже, но сначала парочку ваших вопросов. Андрей, вы видели видео с подбитым ядерным бомбардировщиком? Я вам его даже покажу и поговорим об этом. Раз про Израиль, я вас спрошу, почему Израиль так непонятно ударил в ответ на более 300 ракет Ирана? Знаете, это вот как раз очень интересный вопрос. Израиль ответил очень нетипично. То есть они сымитировали, по сути. Они нанесли удар по каким-то второстепенным объектам. Иранцы перехватили почти все. В общем-то, никаких последствий не было. Я думаю, что это в том числе под давлением США. Потому что США дали достаточно четко и ясно понять, что, ребята, да, мы все понимаем, что вы привыкли отвечать жестче, чем ударили по вам, но сейчас не та ситуация, нам не нужен еще один в мире большой конфликт. Поэтому, придержите свою обиду и гордость до следующего раза. Я вижу это только так, потому что я не могу себе представить, что Израиль вот так вот слабенько ответил, что, в общем-то, будет означать, что рано или поздно Иран нанесет новый удар. Потому что они поймут, вот сейчас сделают вывод, что Израиль не отвечает, как про него говорят. Поэтому, скорее всего, к этой теме ирано-израильской войне нам придется вернуться, но когда, не знаю. Может быть, американцы хотят хотя бы до после выборов это оттянуть, дескать, потом уже следующая администрация будет с этим разбираться. Возможно, так, но других объяснений у меня пока нет. Андрей, как вы думаете, зачем РФ личные данные гагаузских пенсионеров и госслужащих? Мы завтра об этом с вами поговорим. Кстати, у меня есть на Фейсбуке, кто подписан на мою личную страничку, я выложил там на английском языке статья об этой ситуации именно с Гагаузией, о том, как Россия подкупает людей с помощью этого. И, кстати, там говорится про эту систему МИР и как она связана с оборонкой и так далее. Кому интересно, почитайте. Андрей, все-таки война закончится после смерти царя, согласны? Не совсем. Не совсем согласен. Знаете, она точно кончилась бы со смертью царя, но она может кончиться и без его смерти, потому что Путин, мы с вами говорили, в условиях современной медицины
И если у него на самом деле нет тех болезней, которые ему приписывали, а я думаю, их приписывали специально некоторые типа российские оппозиционеры, он может прожить еще 5-10 лет. А война столько не будет длиться, потому что это уже будет перегиб для самой России. Они не могут жить в состоянии такой вот прямо мощнейшей войны так долго. Украина, конечно, для нее это еще более мучительно, но Украину поддерживают такие экономики, как Евросоюз и США, которые, в общем-то, примерно в 20 раз сильнее, чем экономика России. Поэтому они могут поддерживать. Кто будет поддерживать Россию? Никто. Поэтому здесь, конечно, возникает вопрос. Путин хотел бы как-то это все-таки замять и, да, не останавливаться, дальше вооружаться, дальше готовиться еще к войне. Теперь это у них будет как парадигма развития. Россия будет опять в гонке вооружения, пока не загнется окончательно, как Советский Союз. Но я думаю, что сейчас он очень хочет перемирия. И вот сегодня, кстати, Песков послал очередной сигнал, что Россия готова вести мирные переговоры. Они об этом говорят постоянно. И я думаю, что если они еще себе строили иллюзии, что а вдруг американцы не проголосуют за помощь, сейчас, когда проголосовали, и когда там будет пакет от АКМС, я думаю, что они опять очень захотели мира. Но, кстати, опять-таки есть опасность, что сейчас, вот пока помощь не придет, пока она не будет развернута, это еще минимум 10 дней, а может быть 2 недели, вот в эти 2 недели может начаться новое наступление россиян в надежде что-то успеть захватить до того, как придет американская помощь. Так что по-прежнему все очень тяжело. Но, повторяю, не факт, что надо ждать, пока сдохнет крыса. Может быть, и без этого удастся добиться мира, но главное, чтобы это было на условиях, которые приемлемы, в первую очередь для Украины, потому что проблема на ее территории, ну и уже потом для всех остальных заинтересованных сторон. Еще про США, даже не про США, а про Украину, но через призму США. Вот я вам сказал, что они там сейчас хотят TikTok, фактически вынудить китайцев продать TikTok американцам. Если нет, то просто его запретить и заблокировать, и национализировать и так далее. Но из Украины пришла новость, что они тоже не исключают блокировки некоторых социальных сетей и мессенджеров. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он сказал, что всем стоит задуматься, от чего хочешь ты? Жить под российской оккупацией, но с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram. На самом деле мысль более чем глубокая, и часто нам тоже вот это говорят, как можно запрещать телеканалы, запрещать то, запрещать это. Да, в базовой ситуации нельзя, категорически нельзя. Свобода слова должна иметь приоритет, и мы об этом говорили миллион раз. Но в ситуации, когда мы находимся нон-стоп под гибридными атаками Российской Федерации, которая просто целенаправленно уничтожает государство Молдова, как она уничтожает государство Украины. Но там прямо уже не гибридная, там полноценная война. У нас пока гибридная. В этой ситуации, конечно, стоит, наверное, задуматься, правильно ли, что мы не защищаем свое информационное пространство, потому что, я не говорю про этот центр «Патриот» мифический, которого так и он и не появился. И максимум, что сделали, запретили телеканалы, которые и так не особо кто-то смотрел. Там у них рейтинг на самом деле был так себе. У Прайма был более-менее рейтинг, у всего остального там каналов рейтинга немного было. Но они ушли в интернет и благополучно продолжают засирать людям мозги. Поэтому вот эта мысль, то, что он говорит, вы хотите жить в свободной стране, но без некоторых СМИ, или в захваченной стране, и, пожалуйста, вам все рашистские СМИ жуйте сколько хотите. Он предложил законопроект, этот народный депутат, который предлагает запретить в том числе и социальную сеть TikTok. То есть не факт, что это все пройдет там в Верховной Раде, но тем не менее вот такие вот есть там предложения. И, кстати, Казахстан тоже вот в эти же дни они заявили, что изучают возможность заблокировать сервис TikTok. Об этом сообщила министр культуры Аида Балаева. По ее словам, эта соцсеть входит в число тех, кто больше всего распространяет противоправный контент. А до этого уже был заблокирован TikTok в Кыргызстане. Так что вот так, смотрите, что-то TikTok нигде их не любит. Сразу скажу мое мнение, я бы не хотел, чтобы нам блокировали TikTok, потому что у нас много подписчиков, и мы активно работаем сейчас в ТикТоке. У нас 600 с чем-то тысяч просмотров в ТикТоке за 28 дней. Но, конечно, оттуда надо убрать деструктивный контент. Потому что мое мнение по поводу вот этих всех СМИ, не до СМИ, всех этих чучел, которые у нас есть, то есть их надо либо закрыть,
технически просто вообще закрыть, чтобы их не было в информационном пространстве, либо вывести их на какой-то контроль, чтобы они отвечали за свою деятельность, за распространение фейков, за распространение дезинформации, за распространение какой-то клеветнических каких-то данных. Вот это вот все, оно должно быть сделано. Пока у нас не делается ничего, нам все время рассказывают, что вот скоро заработает этот вот центр по борьбе с дезинформацией «Патриот». Скоро. Да, возможно, после выборов, а может быть, после вторых выборов, а может быть, когда-нибудь, не знаю, когда-то, никогда. Пока. Почему я постоянно их критикую? А вот именно потому и критикую, потому что нехрен. Потому что в такой ситуации, в которой мы находимся, не до вот этого жевания соплей. Нужно срочно, быстро, оперативно реагировать. Если уже такие друзья Китая, как Кыргызстан и Казахстан, хотят закрыть китайский ТикТок, то нам как бы надо очень серьезно подумать. И в первую очередь, конечно, про Телеграм, потому что большинство фейков там, но они выползают потихоньку и на ТикТок. Вот так вот. И идем дальше. Несколько военных новостей. То, что вы меня спрашивали, просто бомбическая новость. Вот несколько суток назад в Ставропольском крае разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик, который, один из самых, а может быть самый дорогой военный самолет России. Это помимо тех, о которых мы с вами говорили, который был подбит там где-то месяц назад, то был самолет-разведчик, тоже мега дорогой, но это именно боевой самолет был подбит. Давайте посмотрим видео, как он красиво отрицательно взлетает. Где-то в Богомолове упадет. Ага. Так называемое Министерство обороны РФ сообщило, что этот Ту-22М3 упал в безлюдной местности после выполнения боевого задания. И якобы причиной стала техническая неисправность. Летчики катапультировались, 3 нашли, 1 еще ищут. Кстати, из тех 3, которые нашли, 1 нашли мертвым. По данным канала «Крымский ветер», бомбардировщик перед этим выпустил ракеты по Одесской области, и вот возмездие настигло его. Стоимость одного такого Ту-22М3 примерно $300 миллионов. Это один из самых дорогих российских самолетов. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью для BBC рассказал о том, как это произошло, уничтожение этого стратегического бомбардировщика. Он сказал: «Могу единственное сказать, самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Это достаточно далеко. Плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожали в воздухе самолет А-50, вот тот самый разведчик». По словам Буданова, на ракетоноситель, который наносил удары по гражданским украинским городам, устроили засаду. Неделя была, скажем так, сама засада. Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж. Шеф украинской разведки напомнил, что это первое сбитие самолета дальней авиации в российско-украинской войне, отметив, что у государства-агрессора есть еще такие бомбардировщики. То есть это еще почему важно, тоже Буданов объяснял в этом интервью, что эти бомбардировщики оттуда, с акватории Азовского моря, со Ставропольского края России, они выпускают ракеты по Одесской области, по Одессе, по портам. И сейчас у них такой возможности станет меньше. То есть им надо уходить дальше, а дальше некоторые типы ракет уже не летят, они не смогут доставать. И поэтому вот сейчас уже это уже второй, и более того, это уже не над Азовским морем, это уже в глубине территории России, более 300 километров. Говорят, что для этого использовали старую установку С-200. Просто саму ракету украинцы модифицировали, а установка старая, советская С-200. Что они сделали с той ракетой, какие изменения, что она смогла так далеко улететь и сбить такой дорогой и крутой самолет, неизвестно. Понятно, что они не будут об этом рассказывать, но прецедент очень-очень интересный. Эти самолеты вообще, на самом деле, это чисто советская разработка. Их разработали еще в 70-е годы. Первый был выпущен в 77-м, а серийное производство было завершено в 93-м году. То есть у России сегодня нет технологий, чтобы воспроизводить такие самолеты. Они только могут их терять.
Там и так как бы не все в строю, но вот они их теперь будут терять. На сегодняшний день неизвестно, сколько точно у России таких самолетов, но эксперты считают, что их до 60 штук осталось у России. Но примерно половина из них в боевой готовности, остальные требуют серьезного ремонта. И вот этот бомбардировщик, чем он опасен, что он носит ракету Х-22. Это противокорабельная ракета, которую называют «слепой убийца», и она является единственными ракетами для вот этого Ту-22М, которые подходят для ударов по наземным целям. И их как раз вот запускали по Одесской области, они имеют радиолокационную головку самонаведения, наземные цели она очень плохо определяет, поэтому попадает, ну, как говорится, куда попадет. И из-за этого постоянно происходили жертвы мирного населения. Там до 1000 килограмм боевая часть, представляете себе. И вот теперь Одесса может вздохнуть более спокойно. Да, дроны будут лететь по-прежнему из Крыма, может быть, там будут какие-то еще удары там кинжалами, еще чем-то, но вот эти вот громадные ракеты, которые тонну боевой части, то они уже больше не полетят на Одессу. Британская военная разведка считает, что со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ смогли сбить как минимум 100 российских самолетов. Не этих вот стратегических бомбардировщиков, а вообще, в принципе, разного типа боевых самолетов, что само по себе очень прекрасно. Давайте парочку вопросов и едем дальше. Как вам карта «Мир в Молдове»? Смешно. Мы завтра, у нас программа «Выборы», мы завтра поговорим подробно, а в среду у нас начинаем наш новый проект. Завтра его анонсирую подробно с Аней, которая вела «Голос Гагаузии». Вот она будет вести по регионам, и в том числе по Гагаузии и по так называемому Приднестровью, и тоже затронет наверняка, потому что это самый актуальный вопрос сегодня, я думаю, что она его затронет. Андрей, тут в Гагаузии все думающие люди согласны, что если бы ООО «ПАС» не позволили бы безнаказанно нарушать законы РМ, то Шоровского заповедника с Башканом Женя Губы не случилось бы. Давайте завтра поговорим подробно. Завтра у нас будет большая часть посвящена и вот этой московской тусовке, которая сейчас произошла, и все, что связано с этой вот компанией «Шор и компания». Андрей, вы видели, где Маняша Захарова угрожает Южной Корее? Корейцы не хотели принять балетную труппу, и тут Захарову понесло. Слушайте, ну, российская дипломатия, это уже стало, знаете, уже смешное, уже даже дипломаты, вот, которые аккредитованы в Кишиневе, они между собой уже смеются с этого, что это просто, ну, убита полностью школа, потому что когда-то там, не знаю, в старые годы, даже, может быть, во времена там 40-е, 50-е годы российские дипломаты были известны в мире, и они добивались именно дипломатическим путем больших результатов, и они с ними считались. Сейчас вот благодаря этой говорящей лошади они превратились в какое-то посмешище, школу гопников. То есть ведь что цитируют, там, условно говоря, цитируют там у Черчилля, он там сказал там то-то, то. Что цитируют у Лаврова? Вспомните все его главную цитату. Вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Вот это и есть их дипломатическая школа. То есть школа гопников из какой-то зассанной подворотни. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Здравствуйте, Андрей, согласен. Ситуация в Молдове опасная. Все эти диверсанты из Победы имеют своих людей в судах и прокуратуре. Вы как считаете, раз они гуляют на свободе, ведь все взаимосвязано. Завтра поговорим очень подробно про все, про это, и про уголовные дела, и про прокуратуру, и почему, и что, и как. Поэтому, кстати, если вы не подписаны, подпишитесь, потому что у нас половина примерно наших зрителей — это не подписанные на нас, которые вот, ну, постоянных, я имею в виду, ядро наших, смотрят каждый раз. То есть мне это YouTube показывает, что это как бы вот наше ядро, но их в 2 раза меньше, чем подписчиков. Но уже, учитывая с этого роста, наверное, уже даже в несколько раз меньше. Поэтому подписывайтесь. Да, вам YouTube показывает. Вы когда заходите на YouTube, вам всегда показывает ваш любимый Ава ТВ. Но если, условно говоря, вы на какое-то время там перейдете на другие каналы, и потом вы можете потерять эту связь. А если вы подписаны, вам будет время от времени напоминать. Поэтому не забывайте подписаться. Кстати, а давайте посмотрим, что у нас с подписками. 964. Давайте, надо, получается, нам не хватает 36 человек до того, чтобы у нас было 20 тысяч. До конца передачи у нас это должно быть, и мы с вами радостно это отпразднуем. Российские паблики написали на днях новость сенсационную, что ВСУ потеряла за последние 2 месяца 5 танков «Абрамс». Представляете себе? Ужас.
Да, я не исключаю, что это правда, потому что Абрамсы — это танки, а танки на войне подбивают, и подбивают регулярно. Но давайте вспомним, сколько Россия потеряла за эти же 2 месяца. Внимание, танки в студию. 395 танков. 395 танков за 2 месяца против 5 Абрамсов. И это только, которые были визуально зафиксированные, подтвержденные. Хорошо, кто-то скажет, из этих 395 есть часть, которые были брошены на поле боя, которые повреждены, но смогли восстановиться. Те брошенные потом смогут забрать, потому что они в серой зоне. Допустим, хорошо, давайте разделим тогда на 3. Все равно получается 125. Поэтому чья бы корова мычала, там что-то про Абрамсы и так далее. Еще одна коротенькая хорошая новость. В Украине разработали новые беспилотники, которые способны преодолевать более 3000 километров и долетать в Сибирь. Короче, я думаю, что, знаете, к концу войны, я не знаю, когда она закончится, но украинские беспилотники будут летать над всей территорией России. В эти дни опять там приходили новости из Татарстана, что их там якобы перехватывали, но зачастую их перехватывают, нефтяной завод перехватывает с собой, там какое-то военное производство, военный цех перехватывает с собой, и вот так. Ну, пусть пишут, что хотят. Самое главное, что есть очень хорошие результаты. Кстати, это про новые беспилотники это сообщает не кто-либо, а издание The Economist, то есть достаточно авторитетное издание. Ну и еще хорошие новости из Европы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Брюссель предоставить Украине больше средств ПВО, в том числе системы Patriot. Чиновник подчеркнул, что это следует сделать независимо от того, какое решение по военной помощи Украине будет принято в Вашингтоне. То есть это было вот до голосования, которое произошло вот сейчас, вчера, они голосовали или позавчера, и, что там ночь-день у нас расходится. Вот таким вот образом они говорят, что давайте Европа тоже, что мы отстаем. Он сказал, мы не можем полагаться только на США, мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить, а Соединенные Штаты это сделают. Это должны сделать мы. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, я уверен, что мы это сделаем, но нужно делать это быстро, заявил Боррель. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа, Япония, Канада, США должны принимать решения гораздо быстрее, чтобы более эффективно поддерживать Украину. Это, кстати, очень важное заявление, потому что медленность принятия решений – это одна из главных проблем этой войны. Ведь если бы, условно говоря, хаймарсы поставили не через полгода от начала войны, а в первые месяцы, ситуация могла бы быть другая. Если бы потом вот эти вот дальнобойные ракеты, которые только сейчас поставили раньше, если бы танки поставили раньше, которые уже тоже поставили, самолеты, которые мы... Кстати, про самолеты, хорошо, что я вспомнил. Буквально вот я когда заходил в студию, на ходу я читал еще новости, я вам сейчас прочту, секундочку, свежая новость. Дания отдает Украине все свои истребители F-16. Об этом сообщил посол Дании в Украине Оли Элберг Микельсон в интервью для программы «Мы Украина». Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35. Не стоит волноваться, F-16 будут доставлены, как мы обещаем. Вот так вот. Это не одна страна. Сейчас будет передаваться. Короче, летом мы увидим еще много F-16. Вместе с американской помощью, я думаю, что это дает нам хорошие шансы. Я уже, знаете, не буду мечтать о том, что будет новое контрнаступление, будут выбиты все оккупанты со всех территорий, но, по крайней мере, как бы предпосылки для этого создаются. Ну и еще из европейских новостей канцлер ФРГ, он сказал, что напомнил о том, что Зеленский на днях запросил у союзников как минимум 7 зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы закрыть самые важные стратегические объекты в Украине. Поскольку Германия уже пообещала 1, он обратился к странам-членам НАТО в ближайшее время, чтобы они передали Украине еще 6 комплексов. По мнению Олафа Шольца, у стран-участников Североатлантического альянса нет разумных оснований отказать Украине в этом запросе. Заявление прозвучало на саммите ЕС в Брюсселе. Кстати, интересно, вот, а сколько немцев упрекали, что а ваши какие основания, почему вы не помогаете Украине? Сейчас они помогают, хорошо помогают, и уже упрекают других европейцев. А вы что не помогаете, ребята? Надо было всем раньше быстрее просыпаться, но тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над тем, чтобы передать больше систем ПВО Украине. Мы ведем диалог с некоторыми конкретными странами, сказал Столтенберг. По его словам, речь может идти как о Patriot, так и о NASAMS. Это аналог Patriot.
последние недели Россия усилила атаки на энергетические объекты Украины. По расчетам, которые озвучил Владимир Зеленский в начале апреля, для защиты воздушного пространства всей Украины потребуется 25 ракетных комплексов «Патриот». Но для обеспечения хотя бы наиболее важных объектов нужно минимум 7 установок. Я так понимаю, что сейчас эти 7 установок будут найдены. Вот Германия дает один и сейчас интенсивно ведет вместе с НАТО переговоры с другими странами, чтобы найти еще недостающие 6 штук. Сейчас еще к некоторым европейским новостям, уже не совсем про войну, скорее про гибридную войну, но давайте посмотрим, что... Секундочку. Нет, это мне в другом чате пишут. Так, значит, тогда едем дальше. Интересная новость пришла из Польши. Помните, я вам даже показывал фотографии этого соратника из команды Навального Волкова. Его избили, и вот в Польше задержали 2 человек, которые подозреваются в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова. Его тогда на него напали в Вильнюсе. Об этом сообщили на пресс-конференции президент Литвы Гитас Науседа, и сообщили о том, что задержан заказчик нападения на Волкова. Это гражданин Беларуси, который работает на Россию. Информацию передал премьер-министр Польши Дональд Туск. Я к чему эту новость? Как бы новость не какая-то прямо сверхважная, но на самом деле мы там дальше, кстати, поговорим и про Таиланд тоже. Это о том, вот насколько правильно опасаться проникновения российской агентуры. Потому что ведь на чем настаивают пророссийские силы Молдовы? Что нам нужен прямой рейс с Москвой, там же наши граждане, да и россияне приедут, денежку привезут, и погуляют, у нас тут винца попьют и потратят в Молдове деньги. Это же туризм, это же так хорошо. Ну, во-первых, начнем с того, что не так они сильно сюда и ехали и раньше, когда в спокойные годы. Но пусть, допустим, предположим, 90% из них будут абсолютно нормальные, адекватные люди, которые просто хотят приехать потратить свои деньги. Возможно. А с теми 10%, которые вот будут вот такие вот, как эти, которые организуют всякие теракты, нападения и так далее, с ними-то что делать? Вот об этом как раз надо тоже не забывать. Еще из европейских новостей интересное заявление сделал этот путинский пудель Виктор Орбан, премьер Венгрии. Он сказал, что Запад находится в одном шаге от отправки своих военных в Украину. Он это сказал на встрече в своей партии «Фидес». Он сказал, что сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство, в Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. И я, говорит, вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех направлений. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну. Я разговариваю с ними, я их слышу. Они видят войну как собственную войну и ведут ее как свою войну, сказал Орбан. По его словам, Запад отправляет деньги и оружие, но ситуация не улучшается. Поэтому очень вероятен вариант отправки западных войск на защиту от российского вторжения. Да, понятно, что он в этой ситуации, он скорее пугал венгров, потому что сейчас ситуация такая, что не так все плохо, как он нам пытается нарисовать. Потому что мы с вами только что говорили, что помощь поступает, самолеты скоро будут, деньги собрали. Короче, ситуация не такая критическая, как была месяц назад. Месяц назад она оказалась действительно ужасной. Сейчас намного улучшается. И он это высказывал скорее для того, чтобы напугать венгров, типа, дескать, нас в войну втянут, смотрите, что творится. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы это была правда, потому что хотелось бы, чтобы у Евросоюза, у НАТО был план «Б». Вот план А – это остановить Орду, помогая Украине. Дают оружие, деньги и так далее. План «Б». Допустим, Орду не получается остановить, она прет дальше на Европу. Что тогда? Высказать коллективную озабоченность? Что еще можно? Нет, хотелось бы, чтобы у НАТО был план «Б», который включает в себя введение войск НАТО для того, чтобы остановить продвижение России на Запад. Еще давайте уже некоторые такие новости, как, не хочу материться, скажем так. Ладно, короче, сами назовите, как эти новости называются. Короче, американец Рассел Бентли, он воевал на стороне ДНР. Он такой, видимо, трампист какой-то, пророссийский, против Украины, против Америки. Так вот, пришла новость, что его убили. Сначала изнасиловали, потом убили, а может быть и наоборот. И жена его теперь получает угрозы. Пророссийские ТГ-каналы сообщают, что супруга американского журналиста Рассела Бентли, позывной «Техас», официально объявила, что он мертв. Ранее Рассела заподозрили в шпионаже в пользу НАТО.
Так, в момент задержания Техас находился в Петровском районе Донецка, куда наносились вражеские удары. Это я цитирую российские телеграм-каналы. Военные, которые были на месте прилета, заподозрили, что Рассел снимал последствия прилета, а также технику. После задержания Рассел попал на допрос, где его изнасиловал один из военных. Это, опять-таки, цитата из Z-телеги. После этого отпускать его уже было нельзя. Супруга Техаса, к слову, обвинила танкистов 5-й бригады в задержании и незаконном задержании ее мужа, удержании. Впрочем, ей начали поступать угрозы, она сама русская, из России, и сейчас это продолжается. Ее запугивают, чтобы она перестала требовать его выдачу, если она будет шуметь и поднимать какую-то панику. И военные власти так называемой ДНР хотят замять этот инцидент, потому что, случай, конечно, охренительный просто. Американец, который приехал воевать за этих уродов, они вот с ним такое сделали. Говорят, что это большая утрата репутационная для ДНР. Как будто у ДНР есть какая-то вообще репутация. Косвенно убийство мужчины подтвердил этот военный корреспондент российский Ходаковский. Он написал в Телеграме пост, призывающий наказать военных, которые убили Бентли. Но потом удалил этот пост. О гибели Бентли сообщила Симонян. Обстоятельства его смерти уточняются. 12 апреля стало известно, что он пропал в Донецке. Тогда же так называемая полиция ДНР заявила, что ищет его, который он ушел в неизвестном направлении. Жена Техаса Людмила утверждает, что 8 апреля он был жестко задержан российскими танкистами из 5-й бригады. Руководитель «Русского часа» Александр Коробко также заявил, что пропавшего взяли люди в камуфляже, которые решили, что он шпион. И вот свежая новость появилась, что жена убитого в Донецке Рассела Бентли, позывной Техас, не может получить доступ к его телу. Об этом она сообщила Z-каналу, при этом она добавила, что он любил Россию, готов был умереть за наш Донбасс, но то, что с ним сделали, это настоящее издевательство, сказала Людмила. Да, Люда, это настоящее издевательство. Как говорил Жириновский, это Россия. Да. Чего вы удивляетесь? Обычная ситуация, вполне себе стандартная. Но, с другой стороны, может быть, это заставит задуматься других идиотов, которые едут непонятно откуда воевать за непонятно что. Потому что если приезжают добровольцы помогать украинцам защищать свою землю, своих родных, свою родину, тут понятно, это Отечественная война. За что воюет американец, который воюет на стороне России в Украине? Так что, возможно, он получил то, чего заслуживал. Интересные новости приходят с Северного Кавказа по поводу Кадырова. Давайте парочку вопросов и потом обсудим эти новости. Андрей, добрый вечер. Благодарим за новости, приветствуем из Дубасар. И я вас приветствую, спасибо, что замечаете. Андрей, российского летчика, который перелетел на вертолете с РФ, все-таки убили российские ФСБшники. Да, мы это обсуждали, у нас была передача этому посвящена. Не вся передача, но мы говорили, да, это факт. Он сам виноват в том плане, что ему Украина дала деньги, дала новый паспорт с новой идентичностью. Он, идиот, начал списываться со своей подругой в России, которая, видимо, его издала ФСБшникам. Он ее пригласил к себе, дескать, смотри, я теперь богатый, в Испании, приезжай, потусим. Приехала она и приехали киллеры. Салон Андрей до Кувенти Деспре Традаторь Луй Вор. Завтра говорим подробно про всех этих Традаторь и про всех остальных. А сегодня говорим про Кадырова. Дело в том, что произошел интересный случай. Управление МВД России по Северному Кавказскому федеральному округу сообщило о том, что произошел инцидент с участием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. 14 апреля сотрудники полиции увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 Кавказ, при этом создавая угрозу участникам дорожного движения. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявлении документов на право управления транспортного средства гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, нецензурно бранился в адрес полицейских и пытался скрыться. И даже вроде наехал на какого-то полицейского. Не насмерть, но попытался его сбить. В связи с этим указанный автомобиль был остановлен с применением специального инженерного заграждения. Видимо, бросили какие-то шипы над дорогой. Вот посмотрите отрывочек из этого задержания. Поднос, тяни его, поднос, тяни. Поднос.
выжги! Изначально была информация о том, что Цакаев был в состоянии алкогольного опьянения, однако все пошло не так, когда он позвонил в Чечню. Оттуда приехал спецназ Ахмат, забрал его, и потом приехали еще люди и забрали, отогнали его автомобиль. Кадыров назвал это произошедшее постыдной провокацией, а Цакаев, по его утверждению, не совершал никаких грубых правонарушений. То есть вы представляете себе, чувак едет в гражданской форме. Да, он какой-то там генерал, там у Кадырова, наверное, в его армии нет должностей меньше генералов, но едет просто чувак какой-то на дорогой машине, пьяный, нарушает правила дорожного движения. Менты, естественно, потирают руки, думают, сейчас мы его нагнем на деньги. Он начинает сопротивляться, он вызывает подкрепление из Чечни, приезжают эти боевики Ахмат, и, я думаю, что менты скоро появятся видео, где они на коленях извиняются и так далее. Но, хотя, конечно, по закону менты абсолютно правы в данной ситуации, и просто наглые феодалы чеченские, которые, они показывают, что, в общем-то, они просто ложили на российский закон, что для них никто не закон, кроме как они сами. И, был случай, когда вот этот сын Кадырова избил Никиту Журавеля в СИЗО, и они засняли это на видео, и видео разошлось в интернете, и формально это нарушение закона. Но ничего ему за это не было. Нет, вернее, было. Его наградили, притом многократно орденами разных российских регионов. Вот сейчас такая ситуация. Притом здесь самое удивительное, что вообще-то Кадыров сам не пьет. И, судя по всему, проблема не только в его религиозности или псевдорелигиозности, а в том, что он очень болен. И не поощряет, когда пьют люди из его окружения. Поэтому то, что этот чувак был пьяный, это, конечно, удивительно. Но, с другой стороны, они вроде как из одного села с Кадыровым, возможно, из одного тейпа. И поэтому, конечно, тут, подумаешь, поездил пьяный, подумаешь, там ментов давил. Ой, мало в России как будто ментов. Можно парочку и задавить, ничего страшного. Но, Чечня в очередной раз показала, вытерла, подтерлась российскими законами, российской конституцией. Но главная новость все-таки то, что Кадыров, судя по всему, все-таки действительно болен. Об этом было много разговоров, и его внешний вид, и вот его видео, где он появлялся, что он даже не может ни слова произвести. И выяснилось, что с 2019 года ему был поставлен диагноз некроз поджелудочной железы. Через полгода после этого он переболел коронавирусом и получил серьезную нагрузку к основному заболеванию. И к весне 2022 года его здоровье стало стремительно ухудшаться. Об этом сообщается в расследовании «Новой газеты Европа». Так, источник «Новой газеты» описывает реакцию семьи Кадырова на диагноз лидера Чечни. Как стало известно изданию, у главы Северокавказского региона некроз поджелудочной железы смертность от этого заболевания составляет до 80%. То есть до, я не говорю, что обязательно, но до. А сама болезнь очень тяжело поддается лечению. В среднем специалисты дают таким больным не больше 5 лет. Кадырову, как я уже сказал, диагноз был поставлен в 2019 году. Так что часики тик-так. С тех пор он регулярно летает в Москву, и там с ним проводят какие-то процедуры, хирургические в том числе, в Центральной клинической больнице Управления президента. В сентябре прошлого года его госпитализировали в ЦКБ с острой легочной недостаточностью. Причиной могла стать передозировка транквилизатора Дормикум. Кадыров его употребляет для подавления сильных болей в качестве снотворного и противотревожного препарата. Последующие результаты МРТ мозга Кадырова привели родных чиновников в подавленное состояние. К этой новости я могу сказать только одно. Я, как всегда, говорю, мы надеемся на лучшее и на то, что Ичкерия будет свободной. И переходим к еще некоторым новостям. Я хочу вам сейчас показать видео, это вообще немножко из другой степи. Но в этом видео его опубликовала Национальная гвардия Украины, ботанический заповедник в Луганской области. И вот в начале этого видео, как он выглядел до начала войны, и потом само видео, как он выглядит сейчас, чтобы вы могли сравнить. Давайте посмотрим.
Хотел вам показать это, уважаемые друзья, для того, чтобы вы понимали, какой интенсивности там обстрелы. Вы же видите, сами стволы, они не сгоревшие. То есть только в том месте, где сломаны, там, то есть это осколки, это снаряды, это крупнокалиберные пулеметы, это стрельба из пушек и так далее. И вот лес просто уничтожен. Такие картины по всей Украине. Но это известный именно заповедник в Луганской области, который вот он сейчас находится в таком состоянии. Вот, как говорится, к чему приводит этот русский мир. Даже природа от него страдает. Еще про русский мир хочу вам показать, уж извините, покажу вам такую гадость. Есть там такая Ольга Скобеева. Но не могу не показать. Дело в том, что она там перед какими-то студентами читала лекцию о том, что такое информация, что такое пропаганда. И вот просто послушайте отрывок из того, что она говорит. Тут даже ничего комментировать и объяснять не надо. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда, или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация. Наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Тут даже ничего добавлять не надо, я думаю, вам все самим понятно. Но, тем не менее, на России нарастает скандал вокруг, чего бы вы думали, вокруг того, что при РГГУ, высшей политической школы, было создано при РГГУ высшая политическая школа имени Ивана Ильина. И более того, ее возглавил Александр Дугин. То есть, как бы, фашизм в квадрате. Ильин, понимаете, когда говорят, что вот фашисты, ну, да, сейчас этим словом разбрасываются многие, я Дугина считаю фашистом, но это как бы мое оценочное суждение. Что касается Ильина, это реальный фашист. То есть он не в переносном смысле, он в прямом смысле. Он поддерживал Гитлера, он считал, что даже после войны, когда Германия проиграла, что Гитлер был прав, что он все делал правильно. Но Ильина очень любит Путин, поэтому он сегодня в России разрешен, и его очень приветствуется. И Путин его цитировал, даже уже после начала войны, говорил, что это великий русский философ, ну, немножко фашист. Ну, не немножко, а вообще полностью фашист. Ну, какая разница, зато патриот и любит Россию. И сейчас они создали эту школу, опять-таки, под руководством нынешнего живого пока что Дугина, который, по сути, точно такой же фашист. Для меня вообще между ними и какими-то обычными там пособниками Гитлера нет никакой разницы. Кстати, наш местный Юрий Рожко, которого мы вспоминали с вами на прошлой неделе, который когда-то был там в Народном фронте Молдовы и типа боролся за независимость и возрождение национального молдавского народа, вот он сейчас большой адепт Дугина и продвигает его идеи в Молдове и в Румынии. Сейчас его, кстати, опять почему-то вытащили на свет Божий, и вот цитируют его разные эти шоровские каналы, то есть, видимо, поступил заказ. Нужно немножечко продвинуть дугинских идей, которые ильинские идеи, которые, понятно, чьи идеи в итоге. Но, повторяю, Путин это все очень любит. Почему? Потому что вот такие несовременные антифашисты, в кавычках, пропитанные полностью фашистской идеологией. Я вам говорил о том, что действует активная агентура в Европе, но вот пришла новость из Таиланда. Генконсул России на Пхукете, Таиланд, Владимир Соснов отправлен в отставку. По словам источника, его отставки потребовал сам Таиланд. Ну, вы знаете, что да, страна может принимать посла, может отвергать. И генконсула то же самое. И вот Таиланд потребовал отставки Соснова, потому что он оказался замешан в скандале с коррупционной составляющей в отношении депортации группы Би-2 из Таиланда. Помните, тогда говорили, что неожиданно для всех Таиланд поддержал то, что мнение российского консульства, что нужно депортировать эту группу. Оказалось, что все очень просто, за баблишки поддержал чиновников таиландских, купили. Кроме того, консул оказался замешан в контактах с замначальника полиции Таиланда генералом Сурачате Хакпарном.
также который известен Big Joke. Генерал в настоящее время арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве, а российский МИД не комментирует отставку Соснова. Опять-таки, я много раз об этом говорил, и вот вам очередной живой пример. Политическое коррумпирование – это и есть основа российской работы. То есть это их вот, у них сейчас только такая дипломатия есть. Либо оружием, либо покупкой. И мы это очень хорошо знаем. То есть в Молдове у нас это вообще прямо множество свидетельств. Да и во всем мире тоже. Мы постоянно натыкаемся. Там они кого-то купили, здесь они кого-то купили. Но проблема в чем? Проблема в том, что в мире с этим пытаются бороться. А у нас в Молдове такие люди сидят в парламенте, вот ездят на Афон фотографироваться, собираются в Москве на разные встречи. И что? И ничего. Вот это вот, я считаю, очень большая проблема. Это огромная наша недоработка. Но мы подробнее с вами об этом поговорим завтра. Так, по-моему, мы не добрались с вами. Сейчас я буду вас ругать, уважаемые друзья. Ну, я, конечно, шучу, не буду вас ругать, потому что мы вас любим, наша редакция, наших зрителей. Мы набрали, нам не хватает 23 человека до 20 тысяч. Короче, я думаю, что пока я доеду до дома, уже будет 21 тысяча, может быть, даже. Ну, короче, друзья, вы просто молодцы, потому что реально... Я говорил, что это будет к лету, в лучшем случае. Но нет, я уже ставлю к лету планку 25 тысяч. Все, уже как бы удивите меня. Давайте к лету доберемся до 30 тысяч. Такими темпами вообще ничего удивительного. Мы за 28 дней набрали больше 3000 новых подписчиков. Такими-то темпами почему не набраться до 25 или даже более того? Ну, вы молодцы. Все, всем спасибо. Завтра говорим про молдавскую политику, программа «Выборы», про Шора в Москве и про всю вот эту вот ерунду. И завтра я вам подробно анонсирую 2 наши новые программы, расскажу, о чем они будут, когда они будут, кто будут первые гости, уже договоренно будем я знаю, кто будут первые приглашенные. Обо всем этом поговорим завтра. Пока желаю вам отличного вечера, отдыхайте, всего доброго, пока.